Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в рыболовное путешествие, каких у меня еще не было. Мы летим на Алтай. Край невероятный по красоте, по наличию большого количества рек, горных озер. Надеюсь, что у меня получится поймать тайменя, которого я еще ни разу в своей жизни не ловил. Я очень хочу, чтобы у нас получилась классная передача, чтобы мы смогли вам раскрыть вообще всю прелесть рыбалки на Алтае, показать этот край, а в идеале побаловать вас, ну и себя какими-нибудь хорошими, достойными трофеями. Когда я только планировал эту поездку, читал про Алтай в интернете, смотрел фотографии и видео этого прекрасного, богатейшего края. Меня поражали его восхитительные пейзажи, разнообразие флоры, фауны, гора и леса, реки и водопады. Но все это было ничто, когда я увидел вживую это своими глазами. Это невероятное ощущение. Друзья, просто невозможно передать словами или зафиксировать это объективом видеокамеры. От одного только взгляда на все это великолепие, дарованное нам природой, перехватывает дух. И кажется, будто ты оказался в сказке. Когда мы уже приземлились и поехали по горным дорогам в сторону Чулушманской долины, меня не покидало чувство, что все это происходит не со мной, и это какой-то сон. Казалось, с каждым километром, по мере приближения к месту, виды становились все красивее, хотелось снимать и фотографировать без остановки. На месте нас встречал Салават, местный охотник и рыбак. Человек, который родился и вырос в этих краях, в окружении всего этого великолепия, который обладает бесценной для нас информацией, где в данное время года можно порыбачить. Поэтому мы доверились нашему проводнику и отправились в очень интересное место. Это тайное озеро, затерянное в самой гуще сибирской тайги, у которого даже нет названия. Прокладываем путь к берегу, к озеру. Пешком дошли, уже его видели. Это озеро окружено со всех сторон непроходимыми лесами и горами. Глубина в отдельных местах достигает 60 метров, и в этих водах обитает немалое количество щуки. Два часа такой дороги, красивый, интересный, и мы добрались. Мы сегодня с Салаватом приехали на озеро. Как оно называется? Безымянное озеро, секретное, о котором никто не знает. Машины сюда не доезжают. Здесь ловятся какие вот так. Нет, даже рук не хватает, какие щуки. То есть глубины в озере до 60 метров. Нереальная красота. То есть такой рыбалки у меня еще не было. Мы уже приехали достаточно поздно. По-хорошему здесь нужно быть с рассвета.
Но по темноте дорожка непростая. Поэтому мы приехали чуть попозже. Но мы сейчас все равно попробуем, пообедаем. И все самые главные надежды — это на вечернюю зорьку. То есть здесь все как по книжкам. Клюет за час до темноты. 4000-я катушечка. Палка с тестом до 25 грамм. Ходят легенды, что тут водятся щуки немалых размеров. Кому-то даже удавалось поймать щуку больше 20 килограмм. Этим легендам можно верить или нет, но одно мне Салават сказал точно. Щука здесь обитает крупная, дикая, с ней очень интересно бороться. Она не стесняется обрывать лески, разгинать крючки, ломать спиннинги и даже таскать лодку по озеру. Салават, скажи, с точки зрения приманок, какие самые удачные, на твой взгляд, на этом озере? Да я думаю, самое удачное — это чем больше похоже на рыбу. Поводок обязательно? Обязательно. Без поводка никуда. Поводка смысла нет. А вы какие используете? Такие? Струной не пользуетесь? Что за струна? Это обычная гитарная струна. Если они есть покупные, можно там самим делать. Ну, самому делать в разы дешевле получается. И длину ты можешь делать какую хочешь. Скрутку эту не разорвешь, и нету никаких лишних соединяющих элементов. Слушай, по глубинам все-таки на какой глубине? Метра 3-4. Там, где трава растет, подводная. Там щука и живет, охотится. Метр 3-4. Я попробую воблер. Но вообще, по идее, щука должна подниматься. То есть, если она его видит, Да. она за ним из травы должна подняться. Но у меня других вариантов нет. У меня только блесны и воблер. У нее, получается, внутри грузик уже, да? Да. Одно дело всякие легенды и рассказы, и совсем другое, когда ты с первых забросов спиннинга получаешь характерную поклевку, и начинается борьба с этой мощной алтайской щукой, причем не маленького размера, о котором на подмосковных водоемах остается только мечтать. Несмотря на то, что приехали не рано утром, щука, в принципе, поклевывает. Так что Да. есть. Нет. Есть! Вот это да! Я держу! Дикие щуки, несмотря на
далеко не трофейный размер, сопротивление, просто нереальное сопротивление. Очень мощная рыба. Это просто бомбически, ребят. Клюет рыба. Куда ни посмотри, красота, горы. Но я хочу сказать, если где-то есть рай для рыбака, то здесь как минимум его отделение. Сердце бьется просто не переставая. Удовольствие доставлено. Я не могу ничего сказать, просто, понимаете, внутри все переполняет. Нужно поменять рабочий инструмент, взять палку помощнее. Что, Салават решил вскипятить чайку, подшаманить спиннинг. А я в это время хочу продолжить ловлю. Только представьте, целое озеро для меня одного, а вокруг на много километров ни души. Основная ловля проходила на глубине 3-5 метров, с поросшей травой на дне. Прозрачная вода позволяет находить такие места визуально. Ловлю я начал с комплектом спиннинг Sweet Wicked Game от Бриден, японский. 4000-я катушка, достаточно толстая леска, 1,5 по японской классификации, и воблер HMKL K1 с заглублением до 1 метра в 115 размере. Такое заглубление позволяло не цеплять донную растительность и при этом привлекать внимание щуки, которая даже с 5-6 метров с удовольствием поднималась за воблер. Пока Салават там починяет спиннинг, я просто не могу находиться на берегу. Еще один и тот же воблер. Попробовал несколько раз поменять, поклевок не было, плюнул на все эксперименты и решил просто ловить рыбу. Такая под трешечку. Очень большие глубины на озере, а щука ловится где-то, наверное, метрах на 3. С 3 идет свал в глубину. Вот этот свал на дне такой реденькой травой порос. И вот в этой траве она, видимо, и прячется. Но уже время близится к обеду. Клев стал значительно хуже. Я вот сейчас в течение 1,5 часов поимел где-то одну поклевку и вот одну поймал. Буду продолжать. Место очень перспективное. Есть! Ух, это поклевка! Обалдеть! Все! Мне не удержаться в траве. Я хотел по озеру покататься за щукой. Мне придется это делать.
Хотя как не огромная, она огромная. Даже... Вот, что творит. Даже более маленький размер. Она не устает. Я не знаю, сколько надо с ней возиться, чтобы она устала. Давай, по озеру мы еще с твоей бабушкой покатаемся вечером. Реальная красотка. Красотка килограмм на 5. Вообще круто. Это непередаваемое ощущение, когда рыба хорошо ловится, и она ловится в таком красивом месте. Куча эмоций, ощущений. Спасибо тебе большое. Есть. Прям перед травкой дал паузу побольше, и она взяла. Я попозже. На подмосковных водоемах такая рыбка за счастье. Резво скачет, прыгает, сопротивляется. Прям реальное удовольствие ловить. Не то, что бывает щуку на Дону, когда поймал, там вроде 6 килограмм, а толком разочек только дала. Сейчас как раз удачно я вышел, потому что вот за этой травой 100% стоит. Ах, сход! Я говорил, прям перспективное место. И реализовал поклевку, теперь этот снова веслами. Крокодильчик. Терял лип-грип. Пришлось взять в подсак. Ну как такая рыбалка может не нравиться, а? Под 4. Красотка. Пока. Круто. Осталось отпутать воблер и догрести обратно до острова, потому что меня унесло метров на 200 уже. Салават уже починил спиннинг, он насобирал в лесу каких-то трав, все это сварил, закипятил. Чистый воздух, запах костра с поспевающим чаем из свежих алтайских трав. Ребят, это нечто. Только сейчас я осознал, как сильно я на самом деле проголодался. А вообще, как вот ты говоришь, ее готовишь, щуку? Получается, разделываешь? Не во всех озерах она такая, в других озерах вкус у нее другой.
Здесь прямо свежую. Берешь кишки, выкидываешь и в самой чешуе подсыпаешь солью. Если есть приправы, как я чуть-чуть добавил, фольги, либо даже если нет фольги, в уголек ее в костер закопал. Прям в угле? Да. Как картошку запекать? Да, как картошку запекаешь. И прекрасно она. Ну, чуть-чуть харизу уступает. Щука здесь чистая. Тина не отдает. И она жирная здесь. Поэтому, наверное, она вкусная. Ну, это мы уж теперь завтра попробуем. После утренней рыбалки казалось, что, возможно, все эти истории про гигантских щук не такие уж и байки. Кто его знает, какой может вырасти щука в таком диком озере. В голове крутилась назойливая мысль, надо поставить воблер большего размера, но, к сожалению, 115-й ШМКЛ это был самый большой воблер. Сказка. Самая настоящая. Потрясающие места. Рыба клюет. Да еще какая. Сейчас перекусим и отправимся по новой. Надеемся, что на вечерней зорьке мы увидим щуку еще крупнее, чем была до обеда. Я хочу сказать, после обеда клев стал значительно интереснее. Вот этот класс. Ну, Салават, спасибо. Рыбалка определенно удалась. Раз за разом забрасывая в спиннинг, я вспоминал первую щуку, которая клюнула буквально на первом забросе. Скажу честно, я этого не ожидал. Не успел морально, что ли, к ней подготовиться. Первая щука и сразу под 3 килограмма. В этот момент я понял, что эмоций только от одной этой щуки мне бы хватило для оправдания всей поездки на Алтай. Друзья, хочется вам пожелать посетить Алтай. Такие эмоции должен пережить в своей жизни каждый рыбак. Это какой-то щучий рай просто. Щучий Эльдорадо. Я ни разу в жизни еще так не ловил щуку. Никакие не астраханские разливы там. Вообще рядом просто ничто не стояло. Слава, а по времени года вот на этом озере когда самый хороший клев? Вот сейчас как раз. Сейчас. Да, и август. То есть июля. Да. По рыбам в горных речках мы приехали рано. Но на щуку попали в самое нужное время. Вот это хороший! Ага. Чуть-чуть. На леске. Ага. Я говорю, подсогнали. Я под... Слабину дай. Нет. Вот так. Вот. Да, видите. Обалдеть, это... Вот так вот. Я не верю вообще, ребят, что такое бывает. Что в каких-то местах ловятся такие торпеды, причем очень регулярно. Но после обеда это реально стало веселее. То есть что же будет на закате? Ну, будем надеяться, может, чуть покрупнее еще. Кого увидим. Ну класс. Да, она, видишь, ей уже не погулять. Обмотала вокруг себя.
такой кусаешь? Она длиной с лодку. Вот такой вот. Ну это уже под десяточкой. Ну, может, не десяточка, но очень близко к тому. Есть. Со второго раза добила. Такой вот воблер. То есть он сегодня вообще, он был новый до начала рыбалки. Размер 115. И вот так вот его уже разгрызли. Порядка 20 щук, наверное, на него уже вытащил. Он у меня единственный в 115 размере. По-хорошему здесь лучше не мельчить. Поймал одну щучку килограмма на 3 на 95. Если бы у меня был 140, я бы, не думая, поставил бы даже 140 размер. Потому что для этих крокодилов... Забегая вперед, скажу, что на него были пойманы самые крупные рыбы. Окажется! Неплохо сработали и проверенные Daiwa Marintan X-Cross 95, Megabass Vision 110, Юзури Hardcore 100, Pointer от Lucky Craft. Но то ли цвет, то ли игра шимкайловского воблера пришлась крупной щуке по вкусу. Троечница! Вернешься домой, поймаешь на килограмм, будешь радоваться. А здесь уже хочется побольше. Закончилась щука. Уже где-то, наверное, минут 30 перемещаемся. Вообще ни поклевки не видим. Такое ощущение, что ее прям рубильник выключили. Хотя, по идее, самое время. День подходил к концу. Бешеного клёва на вечерней зорьке не случилось. Более того, клевать вообще перестало. Но зато какой клев был на протяжении всего дня. В доке за день мы половили на воблеры, силиконовые приманки, колеблющиеся блесна. Но как результат, воблеры и силикон щукам понравились гораздо больше. Заряженный позитивом и удовлетворенный сегодняшним клевом, я пытался себе представить горную речку, на которую мы спланировали завтрашнюю поездку. Река Чулушман славна тем, что там водится таймень. Я еще никогда в своей жизни не ловил этого прекрасного хищника, который славится своей красотой и мощью, и предвкушал новые необычные эмоции. Но это уже следующая история, которая скоро появится на нашем канале. Пока, друзья!